Всем привет! В этом видео покажу и расскажу, как можно заменить подшипник на передней ступице, не снимая ступицы с автомобиля. Без пресса, без тисков, без развала схождения и так далее. Очень быстро и легко. Ну что, погнали! В первую очередь надо отпустить гайку гранаты, шруца, потом открутить колесо. Теперь откручиваем суппорт и снимаем его. Дальше откручиваем шарнир и стабилизаторную тягу. Теперь слегка молоточком вот в это место постукиваем и тягу опускаем вниз. Здесь надо постукивать осторожно, чтобы не повредить защитный пыльник на шарнире. Вот и все. Как видите, тяга наша свободна. Итак, сняли тягу, сняли шруц. Теперь осталось нам только снять ступицу, так сказать, одну ее часть и сам подшипник. Ну что, снимаем. Теперь смотрите, насколько большая выноска на подшипнике. Во-первых, как он гудит. Во-вторых, теперь, значит, делаем что дальше. Вот есть решеточка, дорожка для АБС датчика, чтобы он мог считывать движение колеса. Если бы этой дорожки не было, можно было бы подложить вот так молоток и при помощи вот этого болта прижимного, которым прижимается колесо, снять вот эту часть ступиц. Но так как здесь есть решеточка, такой вариант здесь не прокатывает. Но здесь есть другой вариант. Вот эта щель, она, видите, очень большая. Между решеткой и ступицей вставляем отвертку. И данная щель находится как раз напротив вот этого отверстия, где вкручивается прижимной болт. Когда вставили отвертку, наставляем вот в это место, чтобы нам было удобней. Болт уперся в отвертку. Теперь берем ключ на 17 и поджимаем. Только, конечно, это все осторожно делаем, чтобы не повредить АБС датчик и саму дорожку, вот эту решеточку. И вот таким принципом, при помощи вот этих болтов по кругу прижимаем, так сказать, оттягиваем вот эту ступицу и снимаем. Видите, насколько оттянулась наша ступица? Сейчас просто надо чуть-чуть постучать, и она отвалится. И молоточком прямо в ступицу стучишь посередине, по центру. Вот и все, достали, как видите, нашу одну часть ступицы. Дорожку не повредили. Все, как и должно быть. Как видим, АБС датчик мы тоже не повредили. Дальше очищаем, снимаем вот это штопорное кольцо, и подшипник выбирается в наружную сторону. Дальше на ступицу вот в это место можно надеть какую-нибудь трубку, подходящую по размеру, но я буду надевать обойму под подшипник, 2 точнее. Дальше берем вот такую шпильку, 3 шайбы с обратной стороны вставляем. Берем 2 обоймы, надеваем сюда. Дальше берем вот такие шайбы, гаечку. И вот таким принципом будем снимать подшипник. Думаю, в чем дело. Не могу дальше никак крутить
шпильку. А здесь у нас подшипник уперся, так как не хватило длины нашей, так сказать, трубки. Ясно. Значит, мы вот так сделаем просто. Да там почти он вылез. Вот и подшипник. А вот и подшипничек. Внутренняя обойма, наружная, она остается, когда выбираешь вот эту часть ступицы, на этой ступице. Чтобы ее достать, невозможно подойти ни с каким съемником, так как мешает вот эта решеточка для АБС, а она приварена. Так вот, значит, берем болгаркой, эту обойму внутреннюю аккуратненько разрезаем. Разрезали, теперь постукиваем молоточком, должна лопнуть. Вот и все лопнуло. Сейчас пробуем снять. Вот и все сняли. Так, берем подшипничек и молоточком его направляем. Направили молоточком. Дальше берем вот такой кусочек шпильки, вот такие шайбы. И с обратной стороны вот так. Теперь ложим с этой стороны вот такую шайбу. И накручиваем гайку. И крутим. Вот и все, запрессовали подшипник. Ну что, ставим штопорное кольцо и вторую часть ступицы. Как видим, на автомобиле можно заменить легко и просто, не снимая ступицы, с автомобиля без пресса подшипник. Ну а теперь собираем все в обратном порядке и можно кататься дальше. Спасибо за внимание, всем пока.